Если вы зайдете в интернет и будете читать отзывы о пляже Клеопатра, то в каждом втором увидите, что люди пишут про мусор. Ну вот за вид, конечно, вообще десятка. Хочется гулять по пляжу и любоваться морем, а приходится смотреть под ноги. Вода вообще супер. Привет из Турции! Сегодня мы приехали в Аланию. Сейчас находимся на пляже Клеопатра. Кто-то говорит, что он самый лучший в Турции и вообще на всем побережье Средиземного моря. А кто-то говорит, что из-за туристов он совсем испортился, стал грязным, неприятным, некрасивым. Мы сегодня пройдем его от начала до конца и покажем, какой он на самом деле. На первой и второй линии стоят самые популярные отели Алании. Чаще всего туристы едут на все включено именно в них. Берег здесь очень светлый, поэтому вода кажется вообще нереально голубой. Очень красиво, так на контрасте, вообще супер. В прошлом пляж Клеопатра не раз получал голубые флаги. Эту престижную награду дают за безупречную чистоту моря, песка и развитую инфраструктуру. Но потом что-то пошло не так. Пляж начинается около пещер Дамлаташ, а его протяженность около 2,5 километров. Мы пройдем здесь. Пляж недаром носит имя египетской царицы. Говорят, сюда даже привезли песок из Сахары. Марк Антоний был влюблен в Клеопатру и приказал обустроить береговую полосу, достойную красоты египетской царицы, а затем сделал ей такой необычный подарок. Долгое время пляжу не было равных. А потом появились туристы. Мы идем по пляжу минут 5, и я уже устала, потому что здесь очень неудобный песочек, галька. Такое чувство, что идешь так по мокрому рису. Проваливаешься в него и очень тяжело идти. Ногам не больно, даже приятно. Гулять некомфортно, но лежать или сидеть на таком берегу хорошо. Если вы зайдете в интернет и будете читать отзывы о пляже Клеопатра, то в каждом втором увидите, что люди пишут про мусор. И это на самом деле так. Оказалось, что здесь много бутылок, пробок, каких-то упаковок. Вообще все валяется. Может, конечно, днем это все приберут, не знаю, надеюсь на это. Но вот у нас, например, на пляже Афсалара все всегда чисто. Вот по сравнению с этим вообще у нас там просто шикарно. Хотя водичка здесь все равно вот голубая, чистая, не мутная. Вода вообще супер. На пляже есть развлечения, водный спорт. Сейчас они пока не стоят, потому что утро, но вообще днем они появятся. Выбор и цены везде одинаковые. Кажется, сезонность на них не влияет. Но если взять сразу несколько, сделают скидку. Рядом с пещерами Дамлаташ вход в море очень резкий. Прям даже страшно было окунуться. Может, из-за того, что сегодня волны, я не знаю. Говорят, волны в Алании бывают редко, но в этот день они были сильными. Очень неудобно, что хочется гулять по пляжу и любоваться морем, а приходится смотреть под ноги, чтобы не пораниться этими пробками бесконечными. За вид, конечно, вообще десятка. Так приятно купаться и смотреть на горы. Вообще прям супер. Лежаки и зонтики принадлежат отелям Алании. Но по всему пляжу Клеопатра есть места, где их можно взять на прокат. Примерно напротив отеля Экспирия начался хороший песочек, по которому уже приятно идти. Он такой плотный, влажный, и вот по нему удобно гулять. Это где-то середина пляжа Клеопатра. Нам есть чем сравнивать. У нас в Афсаларе весь главный пляж выложен вот таким песком, а вход в море везде пологий. В Алании же он довольно крутой, да еще и плита на входе в море. Она небольшая и аккуратная, но во время волн кажется опасной. Для отдыха с детьми Клеопатра, пожалуй, не очень подходит. Недавно мы делали обзор всех пляжей Афсалара. Посмотрите это видео, чтобы сравнить и выбрать, куда лучше поехать отдыхать – в Аланию или в Афсалар.
дальше от пещер, тем удобнее песок, и по нему теперь вообще удобно идти. Получилось, что примерно четверть пляжа Клеопатра такая неудобная для прогулок, а все остальное вообще хорошо. На пляже Клеопатры стоит много кафешек. Цены везде адекватные и примерно одинаковые. Ставьте на паузу, чтобы рассмотреть получше. Из пляжных кафе открывается чудесный вид на море, берег и горы. Сейчас на Клеопатре много вот таких ограждений. Если увидите такие места на пляжах Турции, знайте, что их нельзя трогать. Это гнезда черепах. Они откладывают в песке яйца, а турки оберегают будущих черепашат. Когда доходишь до середины пляжа и поворачиваешь назад, даже сердце замирает. Надо же, какой он красивый! Эти горы, голубая вода, морская пена – идеальное маленькое чудо. Нам повезло с погодой. Обычно в это время в Турции очень жарко. Нас спасли облака, а Средиземное море немного разбушевалось и окатывало легкими освежающими брызгами. Мы дошли до конца пляжа, он нам понравился. Оказалось, что грязных участков здесь гораздо меньше, чем казалось в начале. Вот у пещер Дамлаташ там и идти неудобно, и мусора много, и вход ужасный такой с обрывом. Здесь, конечно, тоже везде не пологий вход вообще, но все равно гораздо лучше. Песочек приятный, чисто, видно, что его убирают. То есть пляж в целом-то вообще хороший. Плюсов на пляже Клеопатра оказалось больше, чем минусов. Но мы решили постепенно обойти все пляжи Аланьи, чтобы все-таки найти ему достойную альтернативу. Подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры. Мы уверены, что найдем идеальный вариант для отдыха в Турции. Вдоль всего пляжа тянется обустроенная набережная. Если устали идти по песку, можно выйти на променад. По нему не только удобно идти, тут еще и деревья спасают от палящего солнца. На набережной громко стрекочут цикады и шелестят пальмы. Вечером играет музыка, на противоположной стороне работают рестораны. Красиво, по-курортному расслабленно и вообще очень хорошо. С инфраструктурой все в порядке. На выходе с пляжа есть души, туалеты, кабинки для переодевания. А на набережной стоят лавочки. Тут же можно купить кукурузу или мороженое и передохнуть в тени. Мы прошли огромное расстояние и рады, что побывали на пляже Клеопатра. Поддержите нас лайком, мы старались для вас. До встречи в новых выпусках!